Глава 791. Встреча по пути. Вокруг зарождающейся души кружился ароматный розовый туман, и ее разум ослабевал. Как только серебряные огни поразили душу, ее тело полностью отключилось, в результате она уже не могла взорвать себя. Лицо зарождающейся души побледнело и в недоумении уставилось на женщину в белом рядом с Ханли. «Неплохо. Твои действия четко разрешили ситуацию, хотя Ханли сам приказал Серебряную Луну атаковать душу, он все равно похвалил ее. Серебряная Луна улыбнулась со словами: «Это все потому, что мастер приказал мне атаковать в подходящее время». Этот человек только хотел сбежать, но и был неосторожен, позволив заманить себя в мир иллюзий. Сказав это, она взмахнула рукой и растворилась в шаре белого света. Ханли улыбнулся, не говоря ни слова. Гигантская сеть золотой молнии, превратившаяся в золотой шар, влетела в его руку и исчезла без следа. Формацию позолоченных мечей Ханли тоже деактивировал, уменьшив свои 36 мечей и вернув их в рукав. Воспользовавшись возможностью, Ханли спокойно взглянул на зарождающуюся душу в черной одежде. Он пытался проклинать так громко, как только мог, но ему не хватало сил даже открыть рот. Выражение лица Ханли стало мрачным, и он угрюмо сказал: «Серебряная Луна, отведи его к краю леса и найди у него способ снять проклятую печать души». Сказав это, он поднялся в небо и полетел к другой стороне леса. Серебряная Луна с уважением ответила: «Да, господин». Схватив зарождающуюся душу, она последовала за ним. Розовый ароматный туман вскоре рассеялся после того, как они ушли. Примерно в 100 километрах от острова, где Ханли сражался с юношей в черном, 6 столбов света пытались пробиться к острову. Группу возглавлял седовласый старик по имени Чен, старейшина секты дрейфующего облака. Толстый старик с красным носом, следовавший за ним, спросил: «Господин Даосид Чен, ты уверен, что правильно все понял?» Транспортная формация довольно простая. Кажется, она не могла переместить кого-то достаточно далеко. Я не могу ошибаться. Я почувствовал, что младший боевой брат Хань должен быть рядом с ним. Все будьте осторожны. Очевидно, это культиватор дьявольского Да на средней стадии зарождения души, как минимум. Хотя мы значительно превосходим его по численности, мы должны быть осторожны из-за нашего более низкого уровня культивации. Ребенок огненного дракона улыбнулся и сказал: «Не волнуйся». Брат Лун взял с собой ошеломляющий божественный колокол. Даже если мы ему не ровня, мы сможем сбежать. Старший боевой брат Чен посмотрел на старика в сером и с благодарностью сказал: «Это правда. Если бы брат Лун не взял такое драгоценное сокровище, чтобы помочь нам, я бы не осмелился брать вас с собой в это опасное приключение». В конце концов, если этот культиватор дьявольского Да действительно является мастером секты рассеивающейся инь, мы окажемся в тяжелом положении. Седой старик улыбнулся и вежливо сказал: «Да, ничего. В прошлом брат Чен оказал мне добрую услугу. Так что нет ничего удивительного, что я стараюсь помочь. Кроме того, этот культиватор секты рассеивающейся инь совершенно не уважает нас, раз осмелился ранить кого-то так глубоко в нашем государстве Си. Естественно, мы должны показать ему, что с нами шутки плохи». Крупный мужчина с привлекательной внешностью улыбнулся и сказал: «Однако мне довольно любопытно, что там с господином Ханем из твоей секты. Я слышал, что твой младший боевой брат продемонстрировал невероятную силу в войне против Мауланей, которая даже переломила ход войны. Я очень уважаю его и хочу стать его другом». Старик с красным носом усмехнулся и согласился: «Все верно. В последнее время я также слышал о громоподобной репутации господина Ханя. Я тоже хочу с ним познакомиться». «Нет проблем. Как только мы поможем младшему боевому брату Ханю разобраться с этим, я вас всех представлю. Однако меня беспокоит безопасность младшего боевого брата Ханя. Этот культиватор дьявольского Да действительно хитрый. Он использовал эту транспортную формацию, чтобы избавиться от нас. Возможно, с Ханли уже что-то случилось, пока он сражался с ним 1 на 1. Не волнуйся. Поскольку он планировал сражаться с Ханли 1 на 1, уровень его культивации не может быть слишком высоким, иначе он не стал бы прибегать к таким уловкам. Благодаря уровню культивации господина Ханя, слишком большой разницы быть не должно. Я надеюсь, что ты, брат Цзы, прав. Старший боевой брат Чен горько улыбнулся. Судя по тому, что он видел в тот день, когда на Нангун-Ван напали, он понял, что этот культиватор, как минимум, находился на пике средней стадии зарождающейся души. С ним будет нелегко иметь дело. Старший боевой брат Чен не хотел, чтобы такой могущественный, недавно присоединившийся старейшина секты дрейфующего облака пострадал от чего-то подобного. К счастью, он все еще ощущал след присутствия Ханли, поэтому успокоился, зная, что тот еще жив.
Болтая между собой, 6 культиваторов зарождающейся души медленно приближались к маленькому острову, где Хань Ли сражался с юношей в черном, и их выражения на лицах стали более торжественными. Старший боевой брат Чен вскрикнул, и группа внезапно остановилась. «Брат Чен, в чем дело?» «Младший боевой брат Хань, кажется, летит к нам». Я не уверен, закончилось ли все или... Старший боевой брат Чен больше не сказал ни слова, но другие, естественно, знали, что он имел в виду. Возможно, он был схвачен живым или убегал. Старик в сером спокойно сказал: «Давайте приготовимся. Если что-то действительно случилось с господином Ханем, мы сможем спасти его». Сказав это, он похлопал по сумке для хранения, взяв маленький желтый колокольчик в руку и молча уставился вперед, держа его в руках. Остальные при виде этого тоже подготовились к битве, достав свои магические сокровища. Выражение лица старшего боевого брата Чен стало угрюмым, слабый страх можно было различить на его лице. Через мгновение они увидели лазурный свет, летящий к ним. Это младший боевой брат Хань. С ним все в порядке, старший боевой брат Чен вздохнул с облегчением при виде лазурного света. Другие культиваторы удивились при виде этого. Поскольку Хань Ли был цел и невредим, неужели он уже покончил с тем культиватором дьявольского «да»? Пока другие культиваторы размышляли над этим, лазурный свет быстро появился перед ними, являя Хань Ли. Хань Ли нахмурился, как только появился, словно волновался. Но он заставил себя улыбнуться при виде этих культиваторов, приветствуя их. «Старший боевой брат Чен и ребенок огненного дракона, вы здесь. Очевидно, что эти господа тоже пришли мне на помощь. Я должен поблагодарить вас за беспокойство обо мне». Внимательно осмотрев Хань Ли, седовласый старик по имени Лун смиренно сказал: «Господин, должно быть, шутит. Мы опоздали, даже не успев тебе помочь». Мы в растерянности, словно во главе со стариком в серой одежде, все посмотрели на Хань Ли с наигранными улыбками. Когда старший боевой брат Чен увидел, что никто не преследовал Хань Ли, он невольно спросил: «Младший боевой брат Хань, что случилось с культиватором дьявольского «да»? Ты сбежал от него?» Хань Ли равнодушно ответил: «Я уже убил его и избавился от его зарождающейся души». Он не был мастером секты рассеивающейся инь, а был просто одним из ее старейшин. Старший боевой брат Чен, не веря своим ушам, спросил: «Что? Ты уже убил его?» Хотя он не был на поздней стадии зарождающейся души, он должен был быть как минимум на средней стадии. Тебе действительно удалось его убить? Старик Лун и другие удивились, услышав это. Раз культиватор дьявольского «да» смог ранить культиватора на ранней стадии зарождающейся души в секте дрейфующего облака и с легкостью сбежать, они, естественно, знали, что он был грозным противником. Если бы старик Лун не взял с собой ошеломляющий божественный колокол, другие, возможно, не осмелились отправиться в это путешествие. Теперь, когда они услышали, что Хань Ли смог уничтожить даже зарождающуюся душу культиватора дьявольского «да», они были очень удивлены. «Мне просто повезло, что я смог противостоять его техникам», небрежно ответил Хань Ли и, немного подумав, бросил черный предмет старшему боевому брату Чену. Старик поймал предмет и осмотрел его с мрачным выражением на лице. Это был медальон, покрытый талисманными символами, в центре которого была надпись «Секта рассеивающейся инь». Уже догадавшись, что это было, старший боевой брат Чен все равно спросил, что это. Хань Ли слегка улыбнулся и сказал: «Это командный медальон старейшины секты рассеивающейся инь, который остался после культиватора дьявольского «да». Это древнее сокровище, и должно быть достаточно, чтобы подтвердить его личность». Услышав это, другие повернулись к медальону. Когда они увидели, насколько странным был медальон, они не усомнились в словах Хань Ли. Поскольку они не смели спросить подробности битвы, Хань Ли просто проигнорировал этот вопрос. Когда остальные увидели, что ему не хотелось говорить об этом, они тактично промолчали. Тем не менее, они все равно хотели подружиться с Хань Ли. В конце концов, он был тем, кто мог убить культиватора дьявольского «да» на средней стадии зарождающейся души, и дружба с такой выдающейся личностью имела множество преимуществ. Поскольку остальные пришли с намерением помочь Хань Ли, он вежливо относился к ним и беседовал с ними на обратном пути. На полпути Хань Ли и старший боевой брат Чен покинули группы и вернулись в секту дрейфующего облака. В официальном зале секты седовласый старик задал вопрос, который держал в голове во время пути: «Ты нашел технику снятия проклятой печати души? Я видел, что у тебя было тяжело на сердце на обратном пути, и ты заставлял себя казаться спокойным. Неужели ты не нашел ее?» Глава 792. Дальний Запад. Хань Ли уселся на стул и криво улыбнулся, отвечая: «Старейшина секты рассеивающейся инь знал только способ наложить проклятие, но не знал, как его снять.
Согласно тому, что я узнал из техники поиска души, об этом знают только мастер секты рассеивающийся инь и великий старейшина секты. Все остальные старейшины тоже не знают, как его снять. Он не знал, как избавиться от проклятия. Старший боевой брат Чен нахмурился, не веря своим ушам. На лице Хань Ли было мрачное выражение, верно. Кажется, что техника снятия проклятой печати души представляет собой невероятно мощную технику, принадлежащую секте рассеивающийся инь. Вот почему об этом знают только мастер секты и великий старейшина. Выражение лица старшего боевого брата Чен стало серьезным. Без техники снятия проклятия младшая сестра Наньгун. В глазах Хань Ли мелькнул странный свет, и он продолжил: хотя нет прямого способа снять проклятие, это не значит, что в этом мире нет других методов. Мне удалось обнаружить, исследуя душу старейшины секты рассеивающийся инь, можно найти способ принудительно снять проклятие с помощью нескольких конкретных предметов. Старик воодушевленно посмотрел на него. Какие предметы способны снять проклятие? Пожалуйста, скажите мне. Хань Ли вздохнул и сказал: эти предметы невероятно трудно найти в этом мире. Боюсь, я не смогу их найти. Затем он пробормотал название предметов, что очень встревожило старшего боевого брата Чен. Старик пробормотал: не говоря уже о небесном южном регионе, я боюсь, что даже во всем нашем мире нет этих предметов. Рот Хань Ли дернулся, и он спокойно ответил: возможно, это не так. По воле случая я знаю, где находится один из предметов, но его будет сложно приобрести. Я должен тщательно подготовиться, чтобы хотя бы иметь шанс заполучить его. Старик был шокирован от слов Хань Ли, но, увидев, что тот не собирался распространяться по этому поводу, он не стал спрашивать дальше. Вместо этого он искренне сказал: если наша секта может тебе чем-то помочь, то не стесняйся обращаться за помощью. Немного помолчав, Хань Ли покачал головой и сказал: нет. Этот вопрос не решить количеством. Старик закрутил свою бороду. Поскольку младший военный брат, кажется, хорошо осведомлен об этом, я больше не стану расспрашивать. Однако, если тебе что-то нужно, смело обращайся за помощью. Хань Ли улыбнулся и сказал: спасибо, я ценю твою доброту. Я сейчас пойду навестить Ван Эр. Старший боевой брат Чен попрощался с Хань Ли и остался один в зале. Немного подумав, он вздохнул и вернулся в свою пещерную резиденцию. Скрытая комната была нетронутой так же, как и глыба льда внутри. Хань Ли стоял перед ним и с замешательством смотрел на застывшую внутри девушку. Неизвестно, как долго Хань Ли стоял там, как вдруг на его лице вспыхнуло сложное выражение. Он тихо пробормотал: «Ван Эр, ты действительно смелая. Чтобы иметь шанс выжить, ты культивировала самую опасную технику своего искусства воплощения, юную небесную луну. Неужели ты не знала, что эта техника заставит тебя переродиться? Если бы я действительно развеял твою проклятую печать души, оно могло повредить твою технику. Как я могу не волноваться?» Говоря это, его голос стал мягче. Затем он коснулся толстой глыбы льда и погладил лицо Наньгун Ван. «Ты не могла знать, что культиватор, который наложил на тебя проклятие, не знал, как его развеять, но беспокоиться ни о чем. Благодаря технике поиска души я нашел другой способ снять проклятие, используя кое-какие предметы. Хотя эти предметы чрезвычайно редки в этом мире, к счастью, в долине падения демонов есть один из них. Хотя внутреннее ядро древнего пламенного зверя практически невозможно найти, так случилось, что древняя пламенная жаба в настоящее время находится в долине падения демонов. Я без колебаний войду в долину через несколько лет. Но стоит сказать, что этот метод может развеять проклятие только наполовину. И даже если он не будет успешным, он сильно ослабит его и даст мне достаточно времени, чтобы отправиться в государство Цзинь. Когда это произойдет, я вернусь с техникой, которая избавит тебя от этого проклятия, во что бы то ни стало. Произнося последние слова, его голос стал холодным. После разговора с Наньгун Ван мрак наполнил его сердце. Пробыв в скрытой комнате еще какое-то время, он вышел и полетел обратно в свою пещерную резиденцию. В главном зале своей пещерной резиденции Хань Ли сел, полный задумчивости. Серебряная луна послушно стояла рядом с ним, то и дело поглядывая на него. Не поворачивая головы, Хань Ли равнодушно спросил: «На что смотришь?» «У меня что-то на лице». «Мастер, должно быть, шутит». «Я просто хочу знать, что решил мастер». Пройдет еще немало времени, прежде чем мастер сможет войти в долину падения демонов. Кроме того, и фиолетовая духовная фея, и маркиз Наньлун позвали вас с собой. С кем вы планируете отправиться в долину?» Улыбка серебряной луны исчезла, а затем она нерешительно продолжила: «Долина падения дьяволов, как известно, является самой опасной областью небесного южного региона. Даже если ваши способности велики, отправлять туда все равно исключительно опасно.
Нет ли других способов спасти мисс Наньгун? Риск вхождения в долину падения дьяволов слишком велик. Хань Ли покачал головой и спокойно сказал: другие способы. Ты имеешь в виду скорлупу тысячелетней темно-золотой птицы? Или плод просветленного цветка? Эти предметы давно исчезли в этом мире. А даже если бы они все еще остались, они были бы спрятаны в самом пустынном уголке мира, и их было бы невозможно найти. Демоническое ядро древней пламенной жабы – самый простой вариант. Если я проследую по маршруту мастера Цанькуна и не буду действовать безрассудно от жадности, я не смогу достичь своей цели. Кому именно я присоединюсь, я решу позже. Серебряная луна опустила голову и не смогла больше предложить никаких вариантов, и если мастер уже все решил, мне нечего сказать. Хань Ли улыбнулся и почесал подбородок. Прежде чем мы войдем в долину падения демонов, я должен подготовиться к тому, чтобы отправиться на Дальний Запад и приобрести 2 последних слоя для техники великого развития. Я также должен проверить, есть ли в школе 1000 бамбуков какие-либо проекты высокоранговых кукол. Техники изготовления марионеток, которые я приобрел в городе Парящих Небес, я пока не могу использовать. Материалы, используемые для их изготовления, слишком редкие. Кроме того, их основной ингредиент, бесчисленное количество железного дерева, требует для созревания большого количества зеленой жидкости. Их я не смогу изготовить за короткое время. Школа 1000 бамбуков должна иметь несколько кукольных конструкций, обладающих силой культиватора стадии формирования ядра. С этими марионетками мне будет безопаснее в долину падения дьяволов. Несколько лет закаливания моих волшебных сокровищ или культивации моих техник не окажут большого влияния на мою силу. Сказав это, Хань Ли прищурился, будто уже обдумал свои планы. Слова мастера имеют смысл. Я сделаю все, как вы скажете. Серебряная луна немного подумала и улыбнулась в знак согласия. На ее лице появилось очаровательное выражение. Внезапно что-то пришло в голову Хань Ли, и он нахмурился. Однако на Дальний Запад будет трудно добраться, несмотря на то, что он прилегает к небесному южному региону. Мне придется пересечь государство Чжу праведного Да и 1000 километров пустыни. Пустыня. Серебряная луна с удивлением открыла рот. Да. Не говоря уже о том, что в пустыне есть нечто странное. По какой-то неизвестной причине в его небе всегда бури. Если мы хотим пройти через нее, нам придется идти своим ходом, иначе наша магическая сила будет исчерпана на середине пути. Кроме того, Дальний Запад размером с 2 средние страны на небесного южного региона и довольно беден. В результате, хотя большинство культиваторов небесного южного региона знают об их существовании, никто не считает, что оно стоит усилий, чтобы преодолеть пустыню. Стоит сказать, что всей областью управляет школа 1000 бамбуков. Серебряная луна нахмурилась и обеспокоенно проговорила: раз мы не можем лететь через пустыню, не займет ли это слишком много времени? Если мы пойдем через нее, путешествие туда и обратно займет около года, даже если все пройдет гладко. Вот почему я должен подготовиться, прежде чем отправляться в путь. Во время подготовки я также должен попросить тебя помочь мне кое в чем. Вылей на него зеленую жидкость и посмотри, нет ли на ней признаков жизни. Сказав это, Хань Ли вынул нефритовую коробку из своей сумки и передал ей. Серебряная луна сразу же узнала содержимое и удивленно произнесла: «Высшая божественная пальма. Мастер, вы поручаете мне заняться ей». Хань Ли таинственно улыбнулся серебряной луне и сказал: «Хе-хе, если этот предмет не оживет, я просто использую его как материал для закаливания магического сокровища. Кроме того, я могу также воспользоваться этим временем, чтобы усовершенствовать древесного зарождающегося духа. Я приобрел подходящую технику у того старейшины секты рассеивающейся инь. В конце концов, оставить демонический труп здесь все равно, что пустить беду на самотек в горах мечтательных облаков. Кроме того, мне нужно разобраться со многими делами». «Хорошо. Я буду следовать вашим приказам, поскольку вы мой мастер». Сказав это, серебряная луна пождала губы и покорно согласилась с ним. Хань Ли улыбнулся и сказал еще несколько слов, а затем покинул главный зал. В этот момент серебряная луна внезапно попросила Хань Ли остановиться. «Мастер, я кое-что вспомнила. Могу я спросить вас об этом?» На ее лице было строгое выражение. Глава 793. Завоевание. О чем? Хань Ли повернул голову и с любопытством взглянул на серебряную луну. Серебряная луна спросила, очевидно, продумав свои слова: «С тех пор, как мастер принял меня как артефактного духа, вы ни разу не использовали меня в бою или для усиления мощи своих летающих мечей. Не могли бы вы сказать мне, почему?» Хань Ли удивленно нахмурился и спросил: «Почему ты спрашиваешь об этом?» Серебряная луна опустила голову и прошептала:
просто так. В конце концов, моя настоящая личность — это артефактный дух. Немного помолчав, Хань Ли сказал: артефактный дух? Ты думаешь, что ты обычный артефактный дух? Обычные артефактные духи не обладают интеллектом. Почему ты вообще спрашиваешь об этом? Даже если бы я призвал тебя как артефактного духа, это бы израсходовало слишком много твоей духовной сущности. Если человек будет слишком часто использовать свой артефактный дух, это может даже привести к его рассеиванию. И, с моей точки зрения, твое тело лисицы очень полезно для меня. Я буду использовать тебя только в крайнем случае. Кроме того, если уровень твоей культивации пострадает от этого, что также не принесет мне пользы. Сказав это, Хань Ли повернулся и вышел из зала. Серебряная луна осталась в зале, понурив голову и погрузившись в свои мысли. Через мгновение она взглянула на нефритовую коробку в своей руке и ушла с улыбкой на лице. Как только Хань Ли вошел в пещерную резиденцию, он начал готовиться к культивации способностей для второй зарождающейся души. Поскольку такие мощные божественные способности выходили за рамки нормальности, подготовка Хань Ли к культивации этой техники продолжалась довольно долго. В данный момент Хань Ли сидел, скрестив ноги на земле. В его руках была лазурная нефритовая пластинка, которую он читал своим духовным чутьем, словно пытаясь что-то понять. На этой пластинке было записано высшее искусство формации зарождающейся души. Спустя мгновение Хань Ли вынул духовное чутье из этой пластинки и закрыл глаза. Затем он сделал жест рукой и начал шептать заклинание. Его тело застыло, а на макушке головы сверкнул лазурный свет, призывая зарождающуюся душу, которую Хань Ли усердно культивировал в течение 200 лет. Зарождающаяся душа казалась немного более могущественной, чем когда она впервые появилась несколько лет назад. Его глаза ярко сверкали темно-черным светом и выглядели умными. Культивировав свою зарождающуюся душу в течение нескольких лет, он осмелился проявлять ее только в очень безопасном месте, иначе, в случае чего-то неожиданного, она могла ослабнуть. Посидев еще мгновение на голове Хань Ли, душа оглядела комнату и, окутав себя шаром лазурного света, поплыла по скрытой комнате. Сначала она не могла летать, но, немного потренировавшись, она могла делать это все быстрее и быстрее. В конце концов, зарождающаяся душа смогла летать по скрытой комнате в любом направлении, демонстрируя огромное мастерство. Через мгновение зарождающаяся душа остановилась и уплыла в угол скрытой комнаты, словно задумавшись о чем-то. Она сделала жест заклинания своими маленькими руками, и по вспышке света внезапно исчезла, снова появившись над головой Хань Ли. Цвет ее лица слегка побледнел от истощения такой жизненной силы. Это была божественная способность, на которую были способны только зарождающиеся души, настоящее мгновенное перемещение. Зарождающаяся душа вытянула спину, превратившись в полоску белого света, вошла в голову Хань Ли. Затем Хань Ли медленно открыл глаза, и выражение на его лице стало серьезным. Похоже, зарождающаяся душа укрепилась после нескольких лет культивации. Хотя она не может сравниться с зарождающимися душами старых эксцентриков, не будет проблем, если я культивирую вторую зарождающуюся душу, пробормотал про себя Хань Ли. Вскоре после этого он хлопнул по сумке для хранения и вызвал нефритовую коробку, покрытую талисманными символами. Хань Ли с суровым выражением взмахнул рукавом и рассеял все талисманные символы с нефритовой коробки. Затем он указал на уголок коробки и открыл ее. Медленно открывшись, он обнаружил сверкающую золотую сферу, в которой была запечатана в нем древесный дух зарождающейся души. «Техника подавления души, которую я на нее наложил, почти завершена», — пробормотал про себя Хань Ли. Немного подумав, он поднял руку и потянулся к золотой сфере. С раскатами грома из золотой сферы вылетели дуги золотой молнии. Молния быстро попала в руку Хань Ли и исчезла без следа. В мгновение эко-сфера исчезла, обнажив маленькую зеленую фигуру высотой в несколько дюймов с деликатным внешним видом. Это была древесный дух зарождающейся души. Но в этот момент дух был плотно покрыт темно-черными иглами, а его глаза были закрыты, будто он спал. Тонкие черные иглы периодически мерцали зеленым светом, создавая странное изображение. Хань Ли не осмеливался быть небрежным, внимательно осматривая дух и иголки черного цвета. Выяснив, что все было так, как он ожидал, он медленно поднес указательный палец к лбу древесного духа зарождающейся души. Прежде чем он полностью вытянул палец, шарик зеленого света размером с жемчужину вырвался из кончика пальца, превратившись в зеленую нить света. Рука Хань Ли даже не дрогнула, когда зеленая нить врезалась в лоб зарождающейся души, изучая состояние духа. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, Хань Ли вздохнул и убрал палец, вынув также зеленую нить. Хань Ли погладил себя по подбородку, размышляя о своих следующих действиях. Внезапно он взмахнул рукой, и иголки, окружавшие древесный дух, вернулись в его рукав. В результате древесный дух остался внутри нефритовой коробки, все еще без сознания. Обдумав свои действия,
Хань Ли сделал странный жест заклинания руками и ударил дух заклинанием. Древесный дух выплыл из нефритовой коробки и достиг высоты головы Хань Ли. Затем Хань Ли сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. На макушке головы Хань Ли снова вспыхнул лазурный свет, выпустив его зарождающуюся душу снова. На этот раз зарождающаяся душа не выглядела такой счастливой, как прежде. На ее лице было торжественное и властное выражение. Душа подняла голову и взглянула на древесного духа напротив нее. Затем ее фигура размылась, приблизившись к духу. Древесный дух был всего 2 дюйма в высоту, на дюйм ниже, чем зарождающаяся душа Хань Ли. Оказавшись рядом с духом, душа Хань Ли выглядела так, будто они были в ссоре. Однако в этот момент зарождающаяся душа Хань Ли начала произносить загадочное заклинание, выстрелив сферой лазурной духовной сущности прямо в лицо древесного духа. Лицо духа дрогнуло, и он медленно открыл глаза. Однако выражение его лица было каменным, а глаза — безжизненными, словно он был марионеткой. Зарождающаяся душа Хань Ли выглядела так, словно столкнулась с великим врагом. Она быстро сделала жест заклинания и уставилась на древесного духа широко распахнутыми глазами. В этот момент из ее глаз вырвались 2 луча лазурного света и вошли прямо в глаза древесного духа напротив. Внезапно обе фигуры затряслись, а древесный дух закричал от боли, а потом упал на пол и стал кататься по полу. В тот же момент зарождающаяся душа Хань Ли висела в воздухе с болезненным выражением на лице, однако ей удавалось удержать контроль над духом. Болезненные крики внутри комнаты то и дело звучали из комнаты Хань Ли на протяжении всего дня. 2 дня спустя Хань Ли вышел из комнаты с усталым лицом, но его глаза сверкали радостным блеском. В прошлом он боялся потенциальной негативной реакции от вторжения в сознание древесного духа. Поэтому он не стал сразу применять методы, чтобы установить вторую зарождающуюся душу, и вместо этого использовал технику подавления души из высшего инского искусства и сдерживающие иглы, чтобы ослабить дух. После такого длительного подавления сознание духа полностью ослабло. При таких обстоятельствах Хань Ли мог легко стереть последний след его сознания своим невероятно сильным духовным чутьем. Стерев сознание древесного духа зарождающейся души, он добавил фрагмент своего духовного чутья и использовал секретную технику, чтобы ассимилировать зарождающуюся душу как свою собственную. Стоит сказать, что во время ассимиляции существовала опасность возникновения негативной реакции. Однако сила духовного чутья Хань Ли не допускала такой опасности. В худшем случае он мог только отказаться от фрагмента своего духовного чутья. Учитывая, насколько сильным было его духовное чутье, такая потеря не принесла бы ему особого вреда. Продолжительность процесса ассимиляции занимала от 3 до 8 лет в лучшем случае. Хань Ли не верил, что вторая зарождающаяся душа будет пригодна для использования во время его пребывания в долине падения демонов, поэтому такая задержка его не волновала. Выйдя из запечатанной комнаты, Хань Ли отдохнул 1 день и отправился покупать необходимые для закаливания инструментов материалы в торговом городе. После этого он оставался в комнате для изготовления инструментов в течение полугода, изготовляя дюжину серебряных кольев разного размера. Затем он привел их на гору рядом с болотом, где обитали снежно-облачные лисицы. Когда Хан Ли прибыл в каменную комнату в центре горы, он уставился на демонический труп, лежащий на каменной платформе. Хотя он ожидал этого, он все же почувствовал некоторое облегчение. Достав из своей сумки для хранения нефритовую коробку, запечатанную золотыми талисманными символами, он вынул серебряные колья один за другим, наблюдая за лежащим демоническим трупом. Глава 794. Высший дьявольский труп. Демонический труп выглядел точно так же, когда Хань Ли видел его в последний раз. На его теле был зеленый мех, и он был закован серебряными цепями, не говоря уже о том, что у него была только одна рука. Хань Ли решил тщательно осмотреть всю каменную комнату. Обнаружив, что не было никаких изменений, он почувствовал себя непринужденно и бросил нефритовую коробку на пол. Затем он хлопнул по сумке для хранения духовных зверей, и перед ним сверкнула полоска черного света. Перед ним предстал плачущая душа в своем миниатюрном виде. Появившись, зверь сразу же заметил демонический труп и взвыл. Еще до того, как Хань Ли дал команду, тело плачущей души сверкнуло черным светом и увеличилось в размерах. К счастью, зверь знал, что комната была маленькой, и вырос только до 3 метров в высоту. Однако он все еще с волнением смотрел на демонический труп. Хань Ли нахмурился и погрузился в свои мысли. Плачущая душа тем временем покорно опустился на землю и успокоился. При виде спины плачущей души на лице Хань Ли появилось озадаченное выражение. Изображение кровавого призрака на спине плачущей души стало намного отчетливее, чем раньше. Оно даже стало высовываться из спины, словно живое, к большому волнению Хань Ли.
Казалось, что того пиршества, что плачущая душа получил за последние 2 раза его призыва, было почти достаточно, чтобы он подвергся еще одной трансформации. Хотя Хань Ли был сильно удивлен этому открытию, сейчас ему было некогда изучать плачущую душу. Единственная причина, по которой он выпустил его, заключалась в том, чтобы защитить себя от любых неожиданностей от демонического трупа. Хань Ли хлопнул по сумке для хранения и вызвал старинную нефритовую палочку по вспышке желтого света. Хань Ли вскинул брови и посмотрел на нефритовую палку. Это была заколка для волос, которую он забрал у трупа юноша в черном после того, как отобрал его сознание. На заколке было более 10 различных способов усовершенствования трупов. Эти техники секта рассеивающаяся инь приобрела после тайной борьбы за них с другими сектами. Старейшина секты рассеивающаяся инь, что погиб в бою с Хань Ли, был особенно осведомлен о техниках усовершенствования трупов. Вся эта дюжина техник была доработана им самим, включая некоторые изменения, которые он сделал для увеличения мощи трупа. Жаль, что он не делился этими техниками с другими членами секты. Он всегда мечтал создать несколько высших усовершенствованных трупов, но никак не мог найти подходящие для доработки. В одном из методов, которые он записал, упоминался высший дьявольский труп, который юноша в черном всегда хотел создать. Этот метод требовал мощный труп, который обладал собственным интеллектом в качестве основного ингредиента. Стерев сознание трупа, можно было использовать множество секретных техник, чтобы усовершенствовать его, надеясь превратить его в высшего дьявольского трупа. Естественно, результирующая сила его будет намного больше, чем у других разумных трупов. Согласно записям, это был один из самых оптимальных методов усовершенствования демонического трупа. После усовершенствования сила этого трупа возрастала в несколько раз. В результате Хань Ли сразу же подумал об этом демоническом трупе, как только прочитал об этой технике. Это была отличная возможность, которую он не мог упустить. Однако сначала Хань Ли требовалось стереть сознание демонического трупа, как и в случае с древесным духом зарождающейся души. Затем он вынул нефритовую коробку, в которой была первородная душа демонического трупа. Хань Ли взглянул на серебряные колья перед собой и, взмахнув рукой, заставил их подняться в воздух. Сделав жест заклинания, Хань Ли заставил их сверкать слабым серебряным светом. Затем он скрестил руки, вызвав несколько дуг золотой молнии. Раздался гром, а вся каменная комната осветилась удивительным золотым светом. Затем Хань Ли равнодушно поднял руки, выпустив более 10 тонких дуг молнии, ударив по каждому из дюжины кольев. Колья дрожали, когда золотой и серебряный свет переплетались между собой. При виде этого лицо Хань Ли стало мрачным, и он произнес «вперед», а затем ударил по кольям жестом заклинания. По кольям тут же пронеслись серебряные прожилки, которые быстро окружили демонический труп на платформе. Все они были нацелены на жизненно важные точки и конечности его тела, готовясь к удару. Сделав все это, Хань Ли глубоко вдохнул и посмотрел на нефритовую коробку перед собой, которая все еще была запечатана золотым талисманом. Затем он открыл рот и выстрелил лазурным светом, поглотив нефритовую коробку. Золотые талисманные символы несколько раз дрогнули, а затем исчезли с поверхности нефритовой коробки. Вжух! Нефритовая коробка тут же выстрелила на 10 метров вперед, словно ее ударили. Хань Ли тут же прищурился, плотно стиснув зубы. Из коробки внезапно вырвался густой зеленый туман, из которого послышался дикий смех. «Я, наконец, свободен. Что за дурак освободил меня? Раз ты меня освободил, то я сожру свою плоть». «Что?» Культиватор зарождающейся души. Зеленый туман сгустился, формируя женское лицо, такое же, как у человеческой формы серебряной луны, за исключением грозного зеленого света в глазах. Она была ошеломлена, увидев Хань Ли. Хань Ли был также удивлен, увидев такое знакомое лицо, но вскоре все эмоции исчезли с его лица. Трансформация тела демонической лисы Серебряной Луны было тем, что изначально создал демонический труп, так что такой внешности следовало ожидать от первородной души демонического трупа. Зеленое призрачное лицо было ошеломлено на мгновение, прежде чем холодно смеяться. Она открыла рот и выпустила сильный ветер инь. Призрачное лицо вскоре выросло на 3 метра, и оно атаковало Хань Ли, пытаясь проникнуть в его тело. Однако Хань Ли уже подготовился к этому. Независимо от того, насколько могущественным был демон трупа, когда он был жив, Хань Ли не боялся этого, так как теперь это была просто первобытная душа, которая была в ловушке в течение многих лет. В глазах плачущей души, глядя на происходящее, мелькнул холодный блеск. Не получив приказа, он тут же фыркнул и выпустил туман желтого света. Свет пронесся над половиной призрачного лица и сразу же остановил его движение. Что это? Призрак тут же почувствовала неладное и стал пытаться вырваться на свободу.
Но, к сожалению, плачущая душа специализировалась на сдерживании духов и призраков. Мало того, что призрачное лицо не могло сбежать, его также стал медленно поглощать туман желтого света. На лице призрака появился страх, но он тут же решительно качнулся в сторону от зеленого тумана, оторвав от себя ту часть, что зеленый туман поглотил. Воспользовавшись этим преимуществом, лицо призрака уменьшилось в размере. В то же время он поспешно повернулся, метнувшись в тело демонического трупа в центре каменной платформы. Зная, что с Ханьли нельзя шутить, он планировал вернуться в свое тело, а затем разорвать Ханьли на части. Ханьли ухмыльнулся при виде этого. Он спокойно указал на дюжину кольев, вращающихся вокруг демонического трупа. В следующее мгновение они пронзили его со скоростью молнии. Демонический труп сразу же обнаружил, что все его жизненно важные органы и конечности были поражены серебряными кольями. Хотя его конечности были невероятно твердыми и не пострадали от серебряных кольев, золотая молния с кольев атаковала без всяких проблем, мгновенно образовав золотую сеть вокруг демонического трупа. Внезапно воздух наполнился запахом тухлой рыбы. Только первородная душа демонического трупа попыталась войти в свое тело, колья отбросили ее обратно. В следующее мгновение зеленый туман призрака окружил тело, а внутри можно было разглядеть маленькое и большое лицо призрака. Два призрачных лица делали все возможное, пытаясь проникнуть в тело демонического трупа. Однако золотые дуги молнии, искрящиеся на серебряных кольях, отражали каждую их попытку, заставляя призраков кричать. Как и ожидалось, внутри тела был спрятан фрагмент сознания. Похоже, все приготовления не прошли даром. Ханьли, казалось, был восхищен тем, что видел. Теперь, когда у него больше не было поводов для беспокойства, он отдал приказ плачущей душе. Тот мгновенно фыркнул, раздувая еще больше тумана по направлению к призрачным лицам. Туман был намного ярче, чем раньше. Двум призрачным лицам не так повезло еще больше. Как только на них хлынул туман желтого света, два призрачных лица жалобно завизжали, тут же попав в рот призрачной души. Плачущая душа проглотил их за раз и с волнением постучал себя по груди, выглядя вполне удовлетворенным. Ханьли улыбнулся при виде это, а затем снова взглянул на серебряные колья. Затем он подошел к телу демоническому трупу. Подойдя к каменной платформе, Ханьли взглянул на серебряные цепи, окружающие демонический труп. Немного подумав, он разрубил их золотым мечом. Громко зазвенев, серебряные цепи остались целыми и невредимыми. Ханьли, казалось, предвидел это и выплюнул маленький золотой меч изо рта. Сделав жест заклинания, его маленький меч засветился ярким светом и врезался в цепь. Под лязганье металла и вспышку золотого света на цепи появилась трещина диаметром с рысинку. Лицо Ханьли дрогнуло. Хотя он знал, что серебряная цепь была необычайно прочной, чтобы сдерживать демонический труп, все же было очень удивительно, что облачные бамбуковые мечи, закаленные золотой эссенцией, не смогли значительно повредить ее. Несмотря на свое удивление, Ханьли продолжал делать жесты заклинания руками, приказывая мечу наносить удары снова и снова по тому же месту на цепи. Только через некоторое время серебряная цепь окончательно треснула. Ханьли с любопытством приманил цепь к себе, и она чудесным образом соскользнула с тела демонического трупа, словно змея, и влетела на руку Ханьли. Поглаживая серебряную цепь в руках, он обнаружил, что ее поверхность была исключительно гладкой и была плотно покрыта мелкими талисманными символами. Они были такие мелкие, что их едва ли можно было разглядеть человеческим глазом. Внезапно лицо Ханьли дрогнуло от удивления. Глава 795. Перед путешествием. Такие крошечные талисманные символы было невозможно создать в современном мире культивации небесного южного региона. Это означало, что эта цепь была чрезвычайно редким древним сокровищем. Подумав об этом, он взмахнул рукой и убрал обрывки цепи в свою сумку для хранения. Он решил, что, когда у него будет свободное время, он проверит, сможет ли он восстановить цепь и проверить их силу. Как только серебряная цепь исчезла, он взглянул на зловещее тело демонического трупа. С серьезным выражением на лице он щелкнул пальцами, пронзив труп лазурными нитями. Осмотрев его, на лице появилось довольное выражение. Помимо отсутствующей руки, демонический труп был идеальным для создания усовершенствованного трупа. Не только его тело было таким мощным, что обычное магическое сокровище не могло нанести ему ни малейшего вреда, но даже небольшое количество трупного огня или его яда могло немедленно убить культиватора. Но, взглянув на отрубленную руку, в голове Ханьли появилась странная мысль. Он похлопал по сумке для хранения духовных зверей и выпустил рой черных золотых прожорливых жуков. Они громко зажужжали, кружившись вокруг его головы. В следующее мгновение он поднял руку и ударил по ним жестом заклинания.
Затем, по его команде, жуки сгустились вокруг отсутствующей руки демонического трупа. Мгновение спустя на теле трупа появилась трехцветная рука. Это было единственное, что отличало ее от настоящей руки. При виде этого Хань Ли довольно улыбнулся. Затем он вынул несколько флагов формации и пластинок, поместив на них мощное заклинание. Проведя 2 месяца в центре горы, Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию. Его лицо было чрезвычайно бледным, будто он исчерпал большую часть своей жизненной силы. После того, как серебряная луна приветствовала его, он безмолвно уединился в скрытой комнате, ничего не говоря о трупном демоне. Через месяц большая дверь открылась, и Хань Ли спокойно вышел из комнаты. Стоя на страже за пределами его комнаты, серебряная луна с уважением сказала: «Мастер, шестикрылые ледяные многоножки уже начали вылупляться в комнате насекомых». Хань Ли улыбнулся, услышав ее, и сказал: «Давай пойдем и посмотрим». Вскоре он направился в комнату с насекомыми, а серебряная луна последовала за ним своей элегантной походкой. Хань Ли снял ограничительное заклинание, охраняющее вход в комнату с насекомыми, и увидел, что происходило внутри. Недавно вылупившиеся шестикрылые ледяные многоножки были больше, чем первое поколение, и ледяная ци, которую они выдыхали, была намного сильнее, чем раньше. Хотя ее нельзя было сравнить с небесным ледяным пламенем, она все равно была смертельной для культиваторов на стадии формирования ядра. Конечно, если ее смешать с высшим фиолетовым пламенем, она станет гораздо более смертоноснее. Яйца шестикрылых ледяных многоножек сверкали черным светом в центре комнаты насекомых. Они были размером с кулак и были окружены глыбами льда шириной 3 метра. Ледяная ци, пронизывающая комнату, явно возникла из этих яиц. Хань Ли перевел взгляд на комнату. Огромные многоножки, казалось, что-то почувствовали и подняли головы, рыча в направлении каменной двери, будто почувствовав угрозу. Хань Ли изменился в лице и взглянул на яйца насекомых, внимательно осмотрев их. Подсчитав количество яиц, Хань Ли кивнул и сказал: «Итого 24 яйца. Серебряная луна, позови мою ученицу и передай, что она может забрать ее многоножек». «Да, я пошлю талисман передачи голоса». Серебряная луна вынула талисман. Прошептав несколько слов, она подбросила его в воздух, и он тут же улетел в виде полоски красного света. Закончив с яйцами многоножек, Хань Ли обратил свое внимание на золотых прожорливых жуков в соседней комнате. Поскольку зеленая жидкость была приоритетом для шестикрылых ледяных многоножек, Хань Ли не обращал особого внимания на своих отобранных золотых прожорливых жуков. В комнате для жуков не было никаких изменений. Они все еще были в огромном золотом шаре, подвешенном на духовном дереве, которое Хань Ли специально посадил там. Хотя Хань Ли и ожидал этого, он все равно нахмурился, увидев это. Когда эти летающие жуки эволюционируют еще раз, их можно было считать полностью зрелыми. Даже с помощью радужной травы длительность процесса их эволюции все равно была невыносимой. Хань Ли не думал, что всего за несколько десятков лет золотые прожорливые жуки наконец достигнут последней стадии созревания. Хань Ли отвел взгляд от комнаты с насекомыми и спросил: «Серебряная луна, как там высшая божественная пальма?» Прошло несколько месяцев. Этого должно быть достаточно, так что уже можно сказать, можно ли ее сохранить. Серебряная луна ответила в нерешительности: «Трудно сказать. Будет лучше, если мастер лично посмотрит». Что значит «трудно сказать»? Хань Ли был озадачен ее слова. Немного подумав, он приказал серебряной луге проводить его в сад лекарственных растений. В глазах Хань Ли появилось удивление при виде корня высшей божественной пальмы. Его изначальный бледно-желтый цвет начал зеленеть, но все еще оставался маленьким и лысым, без каких-либо намеков на появляющиеся бутоны. Что это значит? Это растение, живое или мертвое? Вопреки тому, что он увидел, Хань Ли не почувствовал от него никакой жизненной ауры. Серебряная луна вздохнула и медленно сказала: «Это то, что я хотела сказать мастеру. Я несколько раз поливала корень высшей божественной пальмы зеленой жидкостью, но не произошло никаких изменений. Только после того, как я полила его бесчисленным количеством тысячелетнего духовного молока в сочетании с винным нектаром, его цвет слегка изменился. Сначала я подумала, что корень ожил, но помимо изменения цвета ничего не произошло. Зеленая жидкость также не оказала на него никакого влияния. Больше я ничего не могла поделать. Неизвестно, жив или мертв корень высшей божественной пальмы». Глядя на корень высшей божественной пальмы, Хань Ли равнодушно сказал: «Поскольку он отреагировал, все еще есть шанс его оживить. Нам просто нужно найти другой метод, но сейчас у меня нет времени продолжать экспериментировать с ним. Сначала мы должны уладить свои дела на Дальнем Западе. Нам пора уходить». «Мы отправляемся прямо сейчас?» — спросила серебряная луна. Хань Ли решительно ответил: «Завтра».
Сначала я пойду попрощаюсь с боевым братом Ченом, а затем опечатаю свою пещерную резиденцию и заберу самые важные вещи. На Дальнем Западе не должно быть каких-либо внушительных высокоранговых культиваторов, поэтому путешествие не должно быть слишком опасным, но все равно потребует много времени. Кроме того, мы должны вернуться в течение 3 лет, иначе мы упустим главное окно, чтобы войти в долину падения демонов. Серебряная луна кивнула после того, как он закончил говорить. Вскоре двое покинули сад духовных лекарственных растений. Пока Хань Ли отправился навестить своего старшего боевого брата Чена, Серебряная луна осталась в пещерной резиденции, приводя ее в порядок перед отъездом. На следующее утро Хань Ли вывел Серебряную луну из пещерной резиденции и обнаружил, что снаружи его ждала красивая женщина. При виде ее Хань Ли очень удивился. «Разве я дал тебе недостаточно лекарственных таблеток, чтобы продержаться в течение нескольких лет для спокойной культивации?» Му Пелин опустила голову и прошептала: «Милорд, немного подумав, я решила, что мне будет лучше отправиться в это путешествие вместе с вами, поскольку уровень моей культивации достиг узкого места. Я ведь ваша наложница, так что служить вам для меня вполне естественно. Вы возьмете меня с собой». Ее прекрасная внешность была способна вызвать чувство глубокого обожания. Услышав ее, Хань Ли оценивающе посмотрел на нее и задумался. Серебряная луна стояла позади него, ее глаза блуждали, и она загадочно улыбнулась. Вскоре после этого Хань Ли кивнул и сказал: «Раз ты хочешь отправиться со мной, пусть будет так. По дороге я могу дать тебе некоторые рекомендации по культивации. Чем раньше ты достигнешь стадии формирования ядра, тем лучше для меня». «Большое спасибо, мой господин». Му Пейлин обрадовалась, услышав это. На ее лице появилось волнение. При виде этого Хань Ли улыбнулся, взмахнув рукавом, выпустил небесную ветреную колесницу в виде полоски белого света. Когда Серебряная луна увидела колесница, она хихикнула и метнулась в рукав Хань Ли. Когда Му Пейлин увидела это, ее челюсть отвисла от удивления. Хань Ли не обратил на это никакого внимания и спокойно сказал: «Я поговорю с тобой о Серебряной луне по дороге. Залезай первый». «Да, мой господин». Му Пейлин быстро восстановила ее спокойствие и поднялась с ступенькам колесницы. Как только она вошла внутрь, Хань Ли вошел в карету по вспышке лазурного света. Сделав жест заклинания, слой белого света внезапно накрыл летающую колесницу. Мгновенно колесница зазвенела и исчезла за линией горизонта. Вскоре в секте дрейфующего облака распространилась информация о том, что старейшина Хань потерял большое количество жизненной силы в битве с культиватором дьявольского Даа, поэтому в течение нескольких лет будет находиться в уединении, чтобы восстановить уровень своей культивации. Когда две другие секты в горах мечтательных облаков услышали эти новости, они послали нескольких человек, чтобы узнать о состоянии Хань Ли, но старейшина Чен не дал им конкретного ответа. Культиваторы, которые были друзьями секты дрейфующего облака, также не получили ответа по этому вопросу. Таким образом, новость о том, что недавно прославившийся старейшина Хань из секты дрейфующего облака получил тяжелые травмы, быстро распространилась по всему государству Си и в секты соседних стран. Культиваторы этих сект и не подозревали об этих новостях. В конце концов, последний дьявольский культиватор, который ранил его, был старейшиной секты рассеивающейся инь империи Цинь, который, по слухам, находился на пике средней стадии зарождающейся души. Неудивительно, что его убийство быстро привело к большой потере жизненных сил. Но даже в этом случае на Хань Ли стали смотреть как на чрезвычайно мощного культиватора, который встал наравне с эксцентриком Небесным Разрушителем. С ростом известности секты дрейфующего облака появилось много сект, которые стали пытаться наладить дружественные отношения с сектой. Было даже несколько бродячих с высоким уровнем культивации, которые решили вступить в секту дрейфующего облака. За короткое время секта дрейфующего облака сделала себе имя верховной секты в государстве Си. Многие ученики секты дрейфующего облака были взволнованы своим таинственным старейшиной Ханем, и он на какое-то время стал их самым уважаемым кумиром.